Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим одни из самых важных показателей растительного корма, которые совершили революцию в повышении молочной продуктивности. Причем следует отметить, что эта революция произошла совсем недавно, буквально после 2005 года. Вот уже более чем 100 лет все зоотехники используют показатели, которые были разработаны немецкими учеными Гененбергом и Штоманом еще в 1860 году. По этой системе корм делится на 7 фракций: вода, сухое вещество, сырая зола, сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка и безазотистые экстрактивные вещества. Слово «сырой» означает, что в этих фракциях помимо настоящих или чистых белков, жиров, минералов содержатся еще и сопутствующие вещества. Определение питательных веществ по схеме зоотехнического анализа постоянно подвергалось критике как устаревшее и неточное. При этом наибольшим сомнениям подвергались результаты определения сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ. По мере развития представлений о биохимической структуре растительных клеток и механизмах их переваривания жвачными животными, выяснилось, что показатель содержания сырой клетчатки недостаточно информативен и в 20-25% случаев дает неверные результаты расчета энергетической питательности корма. Как бы и немало, это очень большая погрешность. Дело в том, что реагенты, используемые при определении сырой клетчатки, растворы кислот, щелочи, могут удалять до 60% целлюлозы, 80% гемицеллюлозы и от 10 до 95% лигнина из фракции сырой клетчатки. Эти вещества попадают во фракцию безазотистых экстрактивных веществ. Поэтому безазотистые экстрактивные вещества часто оказываются менее переваримыми, чем сырая клетчатка, чего не должно быть. В зарубежной зоотехнической практике показатели безазотистых экстрактивных веществ и сырой клетчатки перестали использовать около 30-40 лет тому назад. Альтернативная процедура определения клетчатки, которая используется сейчас, так называемая детергентная аналитическая система, разработана Вансойством в период с 1963 по 1967 год. По этой системе клетчатку, которая представляет собой прочные растительные клеточные стенки кормов, определяет как нейтрально-детергентную клетчатку НДК и кислотно-детергентную клетчатку КДК. Растительные клеточные стенки состоят в основном из 3 видов полисахаридов – целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина, а также полифенольного вещества лигнина. Кроме того, некоторого количества белка и воска, крепко связанных с материалами клеточных стенок. Эти вещества создают прочную структуру клеточных стенок растений, поэтому их называют структурными углеводами. Методика определения нейтральной детергентной клетчатки НДК и кислотно-детергентной клетчатки КДК состоит в том, что корм обрабатывается сначала горячим раствором нейтрального реагента, а затем кислотным реагентом. При этом обработке горячим раствором с нейтральной реакцией среды из корма в раствор переходит часть питательных веществ. Этот процесс является аналогом рубцового пищеварения, где рубцовой жидкостью, которая в норме имеет слабокислый pH, вымывают основные питательные вещества клеточного содержимого – сырой протеин, водорастворимые углеводы, крахмал, липиды, а также растворимые углеводы клеточной стенки и межклеточного пространства – пектины и бета-глюканы. Эти вещества в последующем используются частично микроорганизмами рубца, частично расщепляются в дальнейших отделах желудочно-кишечного тракта. После обработки корма нейтральным раствором в осадке остаются нерастворимые фракции структурных углеводов – гемицеллюлоза и целлюлоза. И связанное с ними вещество фенольного ряда – лигнин. Эти вещества и составляют фракцию НДК. Далее осадок, полученный после промывки нейтральным реагентом, обрабатывается кислотным реагентом, получая в осадке фракцию кислотно-детергентной клетчатки. Этот процесс напоминает пищеварение в сычуге. При этом гемицеллюлоза под действием кислоты расщепляется с образованием более простых углеводов, а в осадке остаются только фракции целлюлозы и лигнина. Таким образом, нейтрально-детергентной клетчаткой является сумма структурных углеводов клеточной стенки, состоящих из гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина, а кислотно-детергентная клетчатка – целлюлоза и лигнин.
Необходимо отметить, что НДК не входит в состав сырой клетчатки, как и сырая клетчатка не является частью НДК. НДК – показатели, которые лучше всего дифференцируют в растительном корме структурные углеводы от неструктурных. НДК включает наибольшее число химических соединений по сравнению с сырой клетчаткой. Нейтрально-детергентной клетчатке принадлежит важная роль в регуляции количества корма, который животное может употребить. Поскольку поедаемость может ограничиваться количеством поступающей в рубец клетчатки, то даже те корма, которые содержат небольшое количество структурных углеводов, например, зерно, могут снижать потребление сухого вещества. Как было отмечено выше, каждый корм имеет свою степень распадаемости НДК в рубце. Трудно расщепляемая НДК остается в рубце дольше, что поддерживает высокий уровень наполнения рубца после приема корма, снижая таким образом общее потребление корма с одновременным снижением продуктивности животного. Однако корма с быстро деградируемой НДК в рубце могут проходить через желудочно-кишечный тракт с большей скоростью, способствуя потреблению повышенного количества корма. Исходя из этого, чем ниже уровень НДК в корме, тем выше потребление сухого вещества. Также можно резюмировать, почему НДК является наиболее приемлемой для прогнозирования потребления корма. Это то, что НДК учитывает все переваримые и непереваримые углеводные составляющие корма. Содержание НДК в грубом корме определяет его потребление. Показатель НДК связан с переваримостью и снижением переваримости при высоких уровнях потребления корма. Показатель кислотно-детергентной клетчатки в большей степени коррелирует с переваримостью сухого вещества корма. Определив в корме содержание НДК и КДК, зоотехник имеет возможность более объективно охарактеризовать полученный им корм по таким показателям, как переваримость, поедаемость, энергетическая ценность и продуктивное действие. На сегодняшний день эти фракции клетчатки заменили сырую клетчатку в составе рациона во многих странах мира. Показатель НДК позволяет определить потенциальное потребление корма животных в процентах от живой массы. Зная содержание КДК, можно оценить максимально возможную переваримость сухого вещества корма. Основываясь на знании показателей НДК, КДК и рассчитанных показателей потребления переваримости, можно оценить корм по его классности. Таким образом, высокая информативность таких качественных характеристик кормов, как НДК и КДК, позволяет сделать вывод о перспективности применения данного анализа в молочном животноводстве. В последующих видеоподкастах мы более детально рассмотрим взаимосвязь данных показателей и переваримости корма. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!